хочу, чтобы работало. И все. А мы выдержим то количество пользователей, которое у нас было заявлено в требованиях. Заказчик обычно говорит 24/7, хочу, чтобы работало всегда. И вы, как архитектор, должны понять список функциональных capabilities и возможностей системы, список нефункциональных требований. Сколько нод тебе нужно задеплоить там в твой клауд? Он даже не поймет, о чем ты говоришь. Окей, нам есть смысл взять enterprise решение. И обычно самый популярный ответ это слишком технический вопрос. Знаете, клауд вообще нет. Мы идем только в on-premise. Вы сказали, идут, SEO должен успокоиться и начать пить кофе. Поехали. Привет всем, вы на канале MGC. И сегодня в этом видео мы разберем задание из первой архитектурной каты. В гостях у нас Сергей, это архитектор, который был судьей на кате. И сегодня мы с ним разберем, как же нужно было выполнить это задание. Саму кату вы можете посмотреть по вот этой ссылке. Ну а сейчас давайте взглянем быстренько на задание, которое мы сегодня будем разбирать. Отлично. Да, в общем, друзья, давайте мы начнем с задания, с описания того, что нам нужно было сделать, с решения, для какой системы мы хотели получить. В первую очередь это Location QR, компания, которая выпускает GPS-трекеры. Эти GPS-трекеры предназначены для того, чтобы их установить на ошейник домашнего животного, собственно говоря. Затем мы получаем какие-то локейшн-метрики о позициях. И мы хотим разработать систему, которая будет позволять трекать локейшн наших животных, затем каким-то образом коммуницировать с людьми, которые ищут этих животных, и, собственно говоря, notify наших пользователей, которые отправили запрос на поиск домашнего животного. Давайте посмотрим на основные моменты, которые у нас были в кате. В первую очередь CTO нам сказал, что у нас есть какой-то небольшой отдел, который будет участвовать в разработке и в поддержке нашего приложения, который знает только Java. Окей, мы акцептнули этот requirement, это требование. После этого мы понимаем, что у нас есть Azure, да, как один из основных требований. Identity провайдеры. Apple, Google и Facebook. Основные три провайдера, где юзер может зарегистрироваться, и time to market 3 месяца. С точки зрения функциональности у нас было следующее. У нас user tracker registration, то есть у нас были какие-то пользователи, требования для того, чтобы они могли были зарегистрировать своего питомца, зарегистрироваться сами, то есть я имею в виду не питомца, а браслет по QR-коду. Затем мы должны были зарегистрировать файндеров, то есть людей, которые ищут или помогают в поиске домашних животных. Вот. Ну и, собственно, зарегистрировать различные браслеты, не только, допустим, для домашних животных, для ошейников, но и какие-то другие, возможно, для детей, для машины и так далее. Geospatial Search, то есть нам нужно было сделать решение для того, чтобы мы могли искать расстояние между двумя точками, если они находятся в определенном радиусе, notify и уведомлять наших юзеров. И, собственно говоря, это, Андрей, насколько я помню, мы ввели на середине. Да, дополнительное условие было. Да, это было добавление рекламы и видеоинтеграция. Самый первый шаг, который мы проходили на кате, это сбор функциональных и нефункциональных требований. Сам момент сбора мы сегодня пропустим, мы будем уже разбирать непосредственно работу с тем, что мы собрали. И получили от вас много комментариев, что сбор требований — это задача бизнес-аналитика, причем здесь архитектура. Расскажи, пожалуйста, почему для архитектора тоже важно уметь собирать требования и каким образом они влияют на архитектуру? Да, конечно же. В принципе, я согласен с утверждением, что требования функциональные, да, для юзер-столей — это также одна из responsibility бизнес-аналитика. Но как архитектор, приходя на discovery фазу, то есть когда вы получили какое-то задание от заказчика, вы получаете описание на высоком уровне, на high level, что вы должны сделать. И вы как архитектор должны понять список функциональных capabilities и возможностей системы, список нефункциональных требований, и какие-то ограничения, то есть констрейнты, которые вам нужны как архитектору для построения решения. То есть вы должны очертить скоп того, что вы должны покрыть вашим решением. И в первую очередь вы должны
понимать, для чего вы делаете решение. То есть не только получив эту информацию от бизнес-аналитика. Вполне возможно, на discovery фазе бизнес-аналитика и не будет. То есть будет какой-нибудь delivery менеджер, вы project менеджер и that's it. То есть больше никого. Соответственно, вы должны, как архитектор, тоже понимать, как выявлять эти требования. Я думаю, что мы можем переключиться на список требований, которые у нас получились в результате, да, скажем, пропущенной discovery фазы, да, Андрей? Да. Вот, как считаешь, стоит рассказать, каким образом стоит получать эти требования? Я думаю, можно вкратце рассказать, а сами требования вы уже изучите подробнее. Там, ссылочку мы оставим на задание, и поставьте на паузу, можете почитать то, что в итоге получилось из нашего задания. Да, отлично. То есть, чтобы сэкономить время, да, вот список наших функциональных требований — это первое, что мы, скажем, хотели бы, чтобы наши команды, либо любой архитектор, приходящий на Discovery, выписывал после того, как получил RFP, либо какое-то задание. Значит, как обычно это получается? Приходит человек на Discovery, различные форматы есть. Есть онлайн-встречи, есть офлайн-встречи, есть, возможно, какие-то переписки через имейлы, через какие-то конфлюенс-страницы и так далее. Вот. Но здесь, скажем, такого дженерик подхода как такового нет. В первую очередь вам нужно познакомиться с бизнес-доменом приложения. То есть, чтобы вы понимали, для чего вы делаете это решение. Познакомиться с основными либо сайд функциональностями этого приложения. То есть, окей, если мы строим, скажем, там какую-то систему, мобильное приложение, как правило, там может быть push-нотификации те же самые, да, то есть заказчик может это явно там не упомянуть. Возможно, есть какие-то external интеграции, внешние интеграции со внешними системами и так далее. Поэтому изучите этот домен, изучите какие-то альтернативные, аналогичные решения. Можно начать с изучения решения, которое предоставляет competitors, то есть люди, которые аналогичные компании, да, вот. И, собственно говоря, вы можете задавать какие-то дополнительные вопросы на основе того, что вы уже получили в RFP, то есть в задании. Здесь мы быстренько пройдемся. У нас есть первое функциональное требование. Мы должны иметь возможность зарегистрировать владельцев домашних питомцев. Потом мы должны иметь возможность зарегистрировать pet-файндеров, либо pet-ресерчеров, то есть людей, которые регистрируются, чтобы найти этих домашних животных. После этого мы имеем возможность зарегистрировать какой-то трекер, да, какое-то устройство, которое у нас трекает локейшн по QR-коду, то есть по какому-то идентифайеру. Есть возможность также у нас отправить запрос на поиск домашнего животного, уведомить как пэтфайндера, человека, который ищет домашнее животное, либо уведомить пэт-оунера, да, то есть хозяина. Также нам нужно будет обязательно организовать чат между ними, для того, чтобы они могли коммуницировать. Также мы должны, вот я как видел у нас, указывать процент зарядки. Это было тоже у нас одно из требований. Добавить новые типы трекеров, интеграция с рекламой для животных и интеграция с видео. То есть для того, чтобы наше приложение показывало, скажем так, держало больше внимания пользователей, соответственно, мы должны показывать им какие-то видео, как ухаживать за домашними животными, пока владелец сидит и ждет, пока его кота, либо собачку, либо попугайчика найдут. Вот он может посмотреть, как красиво принять его дома. В общем, нам надо быть немного бизнес-аналитиками, немного экспертами в домене, и архитектуру тут еще даже и не пахнет. Ну, начиная, да, то есть основной момент, вот, кстати, классные моменты затронул Андрей. Обычно тяжелее всего дается переход, скажем так, из D4, из технического мышления, да, из мышления технического специалиста в архитектуру за счет того, что мы начинаем всегда сразу думать, ага, так, нам пришли какие-то требования, так, какую базу я прикручу, что я там сделаю с точки зрения деплоймента и так далее. Нет. В первую очередь мы должны начинать понимать бизнес. И архитектор — это, конечно же, и технический специалист, и бизнесовый специалист. Он должен понимать, откуда идет, скажем, этот request. Он в первую очередь должен начинать делать решения от бизнес-целей. Давай перейдем тогда к нефункциональным требованиям, какие мы собрали их и какие есть способы их сбора вообще. Да, нефункциональные требования здесь, конечно же, я думаю, что будет немножечко проще с точки зрения гайдлайна, с точки зрения
скажем, пошаговые инструкции, как мы можем их собирать. Ну, в первую очередь, мы понимаем, что у нас есть quality атрибут. Quality атрибуты, вы можете посмотреть стандартные списки. Есть у нас список, который рекомендован SEI. Можете посмотреть какие-то альтернативы. Андрей, я думаю, что у нас... Ссылочку мы оставим в описании на литературу. Только если вы поставите лайк. Вот, но, собственно говоря, как мы собираем эти нефункциональные требования? Сначала мы, конечно же, начинаем с функциональных требований. И, к примеру, вот мы получили функциональное требование, нам нужно иметь возможность зарегистрировать новых пользователей. Первый вопрос, который у вас приходит, конечно, привязанный к каким-то quality атрибутам, а сколько у нас этих пользователей ожидается? Да? То есть логично, это у нас, скорее всего, пойдет в scalability. Да? То есть есть какой-то quality атрибут, и вы, скажем так, с точки зрения этого quality атрибута задаете какой-то вопрос, связанный там, с функциональными требованиями. Есть такая практика, когда вы берете все quality атрибуты, availability, scalability, performance, whatever, и каждому из них задаете релевантный вопрос к вашему заданию. Тогда вы точно не должны ничего пропустить. Конечно же, нужно проходить то есть, с долей адекватного подхода. Вот что такое релевантный вопрос? Вот ты возьмешь, задашь SEO вопрос, там, сколько нод тебе нужно задеплоить там, в твой клауд. Он даже не поймет, о чем ты говоришь. Согласен. Да, ну смотри, Андрей, здесь мы можем разделить Discovery на две части. То есть скажем так, на два сценария. Есть сценарий, когда у нас есть полностью нетехнические специалисты. Вот как ты говоришь, product owner, человек, который знает, что я хочу, а как с точки зрения технической, обычно самый популярный ответ это слишком технический вопрос для меня. Типа, порекомендуйте, да, я не знаю, да? Да, либо даже не говорят порекомендуйте, хочу, чтобы работало. И все. Вот, в этом случае нам нужно делать такой кейс. Мы собираем вопросы и сразу же предлагаем варианты либо сценариев и говорим, вот вы хотите, чтобы так, либо так, да? Либо мы предлагаем конкретные ответы. Вот скажите условно, сколько у вас пользователей ждать? Ну, обычно на такой вопрос будет ответ. Да? Мы ждем, что у нас будет 5000 пользователей условно изначально, там, либо 1 000 000. Вот. На вопрос, как вы хотите условно какой клауд использовать, если у вас есть какой-то технический специалист, он, скорее всего, либо не имеет своего, скажем, preferences, либо вам что-то скажет. Если только не технический, вы можете сказать, вот у нас есть такой вариант, вот, мы вам можем предложить какие-то опции. Вот. Второй вариант, когда у нас есть Discovery, и там присутствует SEO, да, и CTO. Вот когда есть SEO и CTO, допустим, еще отдельно Product Owner, отдельно еще кто-нибудь, тогда мы составляем список вопросов с адресом, то есть с человеком, кому мы задаем. Вопрос по бюджету, таймлайну, он у нас идет в сторону SEO. Вопрос по техническим констрейнтам, когда мы говорим, а куда нам, в какой клауд деплоиться, у вас есть вообще какой-то вопрос, либо какое-то предпочтение, либо, может быть, у вас какой-то из компонентов уже есть в вашей инфраструктуре, и нам не надо его разрабатывать с нуля. Этот вопрос пойдет к CTO. И тогда вы получите этот ответ. В общем, в любом случае, приходя на Discovery, я бы готовил список вопросов, плюс с возможными предложениями вариантов ответов, если там нет технических специалистов. Вот, тем самым вы будете перестрахованы. Окей, а ты вот упомянул ограничения или констрейнты, которые могут быть. А в нашем приложении они были? Ты знаешь, да. У нас были констрейнты, которые были, в принципе, я так помню, у нас были часть констрейнтов, которые были описаны в задании, да, и часть у нас была сессия. То, что нужно было вскрыть. Да, нужно было вытянуть из заказчика. Вот, и насколько я помню, time to market — это конкретный constraint, который у нас есть, который был описан в задании. Его мы поменять не можем, у нас есть конкуренты, мы хотим быстро выйти на рынок и не больше 3 месяцев. Также у нас было, скажем так, предпочтение со стороны CTO, да, которое было описано в задании, где мы должны использовать Java технологии, потому что у нас уже есть какой-то IT-департамент, который будет в перспективе и поддерживать наше приложение, и где-то, может быть, участвовать в разработке. Kubernetes, использование Service Mesh и тот constraint, который, насколько я помню, мы выявили во время разговора, во время того, как мы разбились на Discovery сессии, это MQTT протокол для всех трекеров. И также у нас было предпочтение, что мы деплоимся в Azure Cloud. Да.
Отлично. Вот, собственно говоря, эти констрейнты мы не можем обойти, и здесь нам важно иметь список, скажем так, подготовленных констрейнтов, да, которые будут использоваться в вашем решении, вопросов по констрейнтам, я имею в виду, чтобы обязательно их узнать. Часто пропускаются моменты, когда не спрашивают, есть ли какие-то системы уже существующие. Часто упускаются моменты по поводу клауда. Вы там можете сделать супер решение, рассчитать его, и потом прийти и сказать, и нам скажут, вы знаете, клауд вообще нет, мы идем только в on-premise. У нас есть свой дата-центр, мы его построили 5 лет назад, и мы обязательно будем деплоиться в него, потому что уже деньги вложены в инфраструктуру, и все. И ваше решение может не подойти, особенно если это у нас какой-то тендер, есть несколько вендоров, которые претендуют на то, чтобы заключить контракт, тут нужно это все уточнять. Вот. Точно так же есть такие моменты, которые тоже часто упускаются. Нужно уточнить специфику, допустим, данных, которые вы будете обрабатывать. Да, есть такие моменты, как GDPR, какие-то моменты, связанные с тем, что данные обязательно должны храниться в определенном регионе. Да, то есть есть, допустим, такие страны, как Сингапур, к примеру, да, в АПАК регионе, да, есть, допустим, governmental, государственные данные, там обязательно должны храниться именно там. То есть именно в определенном дата-центре. Мы не можем хранить их в US либо в Европе. Соответственно, такие моменты тоже нужно обязательно уточнять. И я бы советовал сделать список. На самом деле это, конечно, тоже от Discovery к Discovery, приходится с опытом. Вот, но делать какие-то заготовки. Набор вопросов, которые связаны с констрейнтами, с временным ограничением, с бюджет-ограничением, с деплойментом в клауд, с наличием либо отсутствием какой-то команды разработчиков, наличием, отсутствием инфраструктуры. Ну, то есть вот такие моменты обязательно нужно сразу спрашивать, чтобы понять какие-то границы вашего решения. Ну, скажем так. Ну, как мы уже выяснили, нужно говорить на том языке, на котором разговаривает человек, кому они адресованы. Там, SEO на бизнес-языке, там, CTO, например, уже можно на техническом. Да. И то без каких-то там супер низких деталей, там, касательно фреймворков. Скорее всего, это уже второстепенные какие-то вещи. У нас во время нашей каты пришли дополнительные условия, прям вот посреди ивента. Как вот это влияет на архитектуру, как с этим вообще бороться? Что с этим делать можно? Да, это моменты, которые мы можем, скажем так, считать ассампшенами. То есть во время разработки решения, представьте, вы получили какой-то request for proposal. Это какое-то задание от заказчика. Вы его получили, на основе него составили список вопросов, он вам какие-то ответы дал, потом вы идете на Discovery и уже подготовили какое-то решение, и вдруг во время Discovery, как ты говоришь, Андрей, появляется новое требование. Здесь вы должны проработать какие-то ассампшены, какие-то предположения, в рамках которых работает ваша система. И заранее тоже постараться продумать, как ваша система, ваше решение должно быть адаптировано при введении новых переменных, да, скажем так, в наше решение. Есть такие моменты, скажем, мы это потом вырежем. Я предлагаю использовать utility tree. Это, кстати, стандартная практика. Также перед составлением решения мы делаем utility tree. Оно здесь у нас в ограниченном виде, но суть в том, что мы выписываем полный список quality атрибутов. Затем на основе нефункциональных требований мы делаем quality attribute refinement. То есть мы позадавали вопросы, получили какие-то данные, и затем каждому quality атрибуту мы делаем какой-то description, какое-то описание. После этого мы понимаем, что есть какие-то требования, которые влияют на архитектуру критичным образом, есть какие-то, которые не влияют. К примеру, вот есть такой quality атрибут, как usability. Нам заказчик говорит, я хочу, чтобы наше приложение работало на всех планшетах, которые только есть, с 2010 года, к примеру, выпуска. Да, вы там начинаете это делать. И потом говорит, вы знаете, вот некоторые пользователи еще постарше какие-то планшеты, либо старшие версии браузера, либо добавляет какие-то новые версии браузера. На самом деле, с точки зрения архитектуры, это не самое критичное требование. То есть вы понимаете, что что-то вы там на UI-части поменяете, вы добавите какую-то адаптивную верстку, поменяете CSS и так далее, но нового компонента в ваше решение это не ведет. С другой стороны, когда заказчик говорит, у меня сегодня 500 пользователей, а через год я ожидаю 1,5 миллиона, вы понимаете,
нам нужно делать абсолютно другое решение с точки зрения scalability. Либо я сегодня работаю в одной стране, завтра буду работать условно наше решение должно работать в Европе и в Азии. Вы понимаете, у нас несколько регионов, как-то повлиять на деплоймент, нам нужно это тоже продумывать. Вот, соответственно, на основе вот этого Utility 3 вы приоритизируете ваши требования с точки зрения влияния на бизнес и на архитектуру. Вот как мы сказали, допустим, юзабилити, поддержка количества браузеров для бизнеса это реально важно, потому что это напрямую влияет на количество пользователей. На архитектуру, ну, это имеет, скажем, low impact, самое низкое влияние. С точки зрения архитектуры, условно, availability, да, то есть насколько больше пользователей у нас будет, да, или scalability, вот это для нас очень важно, потому что напрямую влияет на решение, а на бизнес имеет небольшое. Собственно говоря, поэтому мы приоритизируем и выделяем список Architecture Significant Requirements и делаем еще дополнительный список вопросов, чтобы уточнить. Вот. Ну и, скажем так, максимально готовимся ко всем неожиданностям. Вот. А вот куда на Utility 3 пропали функциональные требования? Мы же здесь только не функционально рассматриваем. Ну, смотри, на самом деле Utility 3 у нас описывает список именно quality атрибутов каких-то measurements, да, то есть то, что мы можем реально измерить. Вот. И частично, скажем так, функциональные требования здесь отражены посредством нефункциональных. Да, то есть quality атрибуты по факту из себя представляют что? Какие-то измеряемые характеристики системы, которые позволяют нам добиться необходимого результата. То есть они здесь неявно все равно присутствуют. Да? То есть мы же не выдумываем какую-то систему, к примеру, там, которая поддерживает, не знаю, миллион трекеров, которые, ну, то есть трекеры в любом случае у нас есть, соответственно, у нас есть просто какие-то метрики, которые связаны с ним. Сейчас мы уже собрали функциональные требования, нефункциональные, мы их приоритизировали, сгруппировали, и, как я понимаю, мы можем приступать к рисованию, чтобы визуализировать наше решение. Именно. Окей. Что мы сейчас и сделаем. С чего начинаем? Ну, смотри, Андрей, я предлагаю начать рисовать, делать наш дизайн при помощи C4 модели. Я думаю, что ребят, которые смотрят нашу запись, они могут посмотреть, из чего C4 модель состоит. Ссылочка будет в описании тоже. После вашего лайка. И, собственно говоря, мы начнем с System контекста. System контекст диаграмма, она показывает наше решение, скажем, с самой верхней точки. Помнишь, Андрей, мы с тобой обсуждали, такое решение можно показать даже практически CTO, не техническому специалисту. Да, именно. Вот, мы рисуем System контекст, где наша система указана как просто один большой квадрат. И с чего мы должны рисовать System контекст? С пользователей? Практически, с легенды. Вот. Легенда — это половина диаграммы на самом деле. Иначе мы просто не поймем. Ну, мы-то, наверное, поймем, а вот кому мы будем показывать, не поймут. Это точно. То есть мы делаем какое-то описание того, как мы будем рисовать, да, то есть у нас будет пользователи, у нас будет серенькими блоками указаны external системы, внешние системы, с которыми мы интегрируемся. Синий блок системы — это непосредственно наше приложение. Вот, ну и что мы хотим здесь показать? Мы хотим показать, где наша система находится по отношению ко внешнему миру, с чем она интегрируется. Первым делом мы должны определить пользователей. Вот, Андрей, на основе задания какие пользователи у нас были? Давай вот так вот вспоминать. Ну, тот, кто ищет домашних животных, тот, кто владелец домашнего животного. Да. Ну, и уже исходя из там, самого задания и знания немножко наперед, наверное, это будет какой-то админ. Это Да. точно. Вот. И потом те, кто внимательно следил, у нас было доп. Задание про видео. Наверное, это будет какой-то контент-менеджер еще. Отлично. То есть у нас уже появилось 4 пользователя. Как минимум 4. Да. 4 разных роли пользователей. То есть мы получили дополнительные сведения, и здесь также, вот как ты говоришь, как будет влиять на решение дополнительные требования. То есть мы пытаемся, ну, скажем так, получая дополнительные требования. Конечно, у нас в любом случае в реальных условиях у нас будет дополнительное время подумать, как встроить дополнительные компоненты и добавить новых пользователей, новые роли в нашу систему. Вот. Но в любом случае мы пытаемся сделать это минимальными импактом, минимальным эффектом на систему, на наше решение.
Как ты сказал, Андрей, у нас есть контент-менеджер, у нас есть владелец домашнего животного, есть человек, который ищет, есть какой-то администратор. И самое, скажем, мы не можем это считать пользователем, да, но у нас уже есть понимание, что есть какая-то система внешняя, которая присылает нам данные. Это у нас какой-то браслетик, в общем, все, куда мы можем встроить наш GPS-трекер. То есть вот у нас уже появилась, скажем так, верхняя часть, да, наши пользователи. Потом мы начинаем смотреть на наши нефункциональные требования. И у нас там был такой пункт interoperability. То есть если вы посмотрите вот назад, да, с кем интегрируется, с какими системами интегрируется наше решение. И это на самом деле внешние identity провайдеры Apple, Google, Facebook. Правильно? Потом наше приложение тоже как-то должно зарабатывать revenue, деньги, и, собственно, мы должны интегрироваться с payment провайдерами. Это Apple Pay, Google Pay и PayPal, к примеру. Да? Ну и третий момент, мы смотрим, нам нужно получить карты, соответственно, мы будем интегрироваться со внешними провайдерами карт. Apple Maps, Google Maps и пускай это будет Яндекс. Ну вот и все. Мы нарисовали нашу системную System Context диаграмму. Я думаю, стоит, наверное, обсудить какие-то, ну, скажем, проблемы или там часто встречаемые ошибки. Да, вот что у наших героев не получилось во время архитектурной каты? Ну, если быть совсем откровенным, я не помню прям всех супер детальных диаграмм. Я помню, что точно у нас были и вот похожие решения, я имею в виду по систем-контексту. Но я не буду говорить за те решения. Я бы сказал, часто бывает, люди сталкиваются с проблемой, где найти грань между контекстной диаграммой и контейнерной. Как не уйти слишком далеко в детали. Мы начинаем, вот у нас один блок, у нас же будет база данных. Будет база данных. Да. Почему бы ее не нарисовать на системном контексте? Что там у нас еще будет? Какие-то внутренние сервисы тоже можно добавить, как-то вот это все начинает разрастаться, и вот эта грань стирается. Самое основное — это принять тот факт, что на System Context диаграмме наша система будет отображена как один блок. Не надо никаких дополнительных деталей, ни баз данных, ни внутренних сервисов, ничего. Это просто один большой прямоугольник. Все остальные системы, они внешние по отношению к нашему решению. Ну, наверное, их может несколько быть прямоугольников, когда у нас реально какая-то там большая enterprise-система, которая разбита на кучу маленьких. Я думаю, что в этом случае есть смысл уже тогда переходить на контейнерную диаграмму и вот эти вот кучу маленьких подсистем рисовать там. Если надо еще более детальный вид, у нас есть компонентная диаграмма, и там мы можем уже сделать более укрупненный view на те компоненты, которые у нас входят в систему. На контексте мы видим только нашу систему как один блок и все внешние, плюс пользователи, конечно. Тогда давай переходить к следующей диаграмме, которую надо было нарисовать, и, наверное, она является одной из ключевых для построения именно технического решения. Знаешь, да. Контейнерная диаграмма, которую мы будем делать и смотреть на этом слайде, на самом деле действительно очень влияет и на deployment, и она является, как ты сказал, одной из ключевых диаграмм. Значит, что мы делаем? В первую очередь мы начинаем логично, скажем, с точки зрения функциональных требований, рисовать компоненты, которые будут их покрывать, которые будут выполнять эти функциональные требования. Первое, у нас есть какое-то мобильное приложение, которым пользуются как люди, которые ищут питомцев, так и люди, которые помогают в этом поиске. Вот мы, собственно говоря, нарисовали. Сейчас я попробую включить указку. Значит, мы рисуем какое-то мобильное приложение. Сначала мы можем даже делать это без технологий. Супер. У нас есть мобильное приложение, которое, насколько я помню, у нас была какая-то аналитика. Да, была. Мы считаем, что мы будем интегрироваться со внешней системой. В принципе, зная, что есть Google Analytics, мы не будем что-то изобретать свое. Рисуем внешнюю систему, рисуем стрелочку интеграции. Затем мы начинаем думать, что нам нужно делать в этом приложении. Первое — показать карту. Правильно? Интегрируемся со внешними мэп-провайдерами, добавляем эти блоки. Затем
смотрим по функциональным требованиям. Нам нужна какая-то аутентификация и авторизация, чтобы пользователи зашли, аутентифицировались. И авторизация, потому что у нас же есть несколько ролей, правильно? Соответственно, мы рисуем блок. Вот здесь я на самом деле предлагаю группировать, можно, кстати, выделять несколько контейнеров в системе, которые отвечают за определенный блок функциональных требований. Да? То есть, видите, у нас есть аутентификация и авторизация. Да. Что мы будем использовать? Identity and Access Management Service. Этот сервис нам будет позволять интегрироваться как с external identity провайдерами Google, Amazon, Facebook, так и со внутренним, который у нас будет IAM Storage, в котором мы будем хранить наших пользователей, которые зарегистрировались именно в нашем приложении. Потом мы начинаем продумывать, как у нас будет организована коммуникация между участниками нашей системы. Кто-то подал заявку, кто-то нашел питомца, как им нужно коммуницировать. У нас по требованиям было что? Чат. Да. Вот, собственно говоря, мы возьмем и сделаем какой-то чат-сервис. Здесь, кстати, да, мы начали не сразу, не с легенды. Все компоненты, как мы говорили, серый — это external система, синий — это то, что мы разрабатываем, и у нас появился такой желтый цвет, который говорит нам о том, что мы собираемся использовать какие-то enterprise решения, то есть box solutions, которые будут не самописными, а решения, которые мы покупаем и только лишь как-то настраиваем. Вот, у нас есть какой-то чат-сервис. Потом у нас есть требование, чтобы мы предоставляли видеоконтент, да, и рекламу. Собственно говоря, мы добавляем какой-то контент-менеджмент систему. Также основными и ключевыми требованиями в нашей системе является что? Подача заявки на поиск животных и geospatial search, то есть search локейшена домашнего животного, расчет, условно, расстояния, насколько он далеко находится от определенного сектора, в котором находится Pet Finder, и нотифицировать человека, который помогает в поиске. Собственно говоря, вот у нас есть два блока. Это Research и Quest Management, где у нас через мобильное приложение мы можем подать request с QR домашнего животного и описать там кличку, какие-то дополнительные требования, дополнительные характеристики и указать image document, добавить какую-то фотку домашнего животного, чтобы, если что, можно было его найти. Вот. И вторая часть, у нас есть Geospatial Event Service, который позволяет нам агрегировать все ивенты, ну, скажем так, все месседжи от трекеров, класть их в очередь, затем обрабатывать и ложить их, скажем так, в два сториджа. Первый мы предлагаем использовать какой-то blob storage, какую-то систему, где мы будем хранить сырые данные, не обработанные, для того, чтобы, если нам нужно будет найти какую-то историю, у нас было требование хранить все данные, нужно как минимум месяц, вот, возможно, в edge-кейсах, каких-то там отдельных случаях нам нужно будет там проследить что-то, вот, мы будем архивировать, это достаточно дешевое хранилище, и, собственно говоря, одним из основных сториджей у нас будет являться Elasticsearch, который позволяет делать Geospatial Search для нашей основной функциональности. Вот, что мы добавляем еще? У нас есть нотификация, то есть мы понимаем, что если вдруг у нас мы предлагаем делить наше решение, скажем, на какие-то индексы, эти индексы у нас будет определяться, скажем, каждая точка у нас будет попадать в свой определенный геохэш. Вы можете почитать, что такое геохэш. На самом деле это стандартное решение для работы с географическими координатами. Вот, и, собственно говоря, если у нас в одном и том же секторе, в одном и том же квадрате, либо там в определенной area находится и Finder, и питомец, соответственно, у нас происходит нотификация через Notification Service, мы будем уведомлять наших пользователей. Но как мы можем это делать? Мы понимаем, что у нас есть различные варианты уведомления. Есть уведомления через push в мобильном приложении. Есть у нас возможность, кто-то может смс-ками будет получать, кто-то может быть еще чем-то, к примеру, там, имейлами и так далее. Или вот. чат-бот. Да, либо чат-бот. Когда-нибудь сможем прикрутить и чат-бот. Можете посмотреть запись стрима. Вот, собственно говоря, мы делаем несколько коннекторов для notification.
для notification наших пользователей. Почему? Коннекторы, они достаточно легковесные, они у нас предоставляют возможность, скажем, они представляют из себя адаптеры между конкретной реализацией, да, и сервисом, который триггерит вот эту нотификацию. Вот. В качестве решения мы можем использовать Notification Hub. Насколько помню, мы же делаем все в ажуре. Можем использовать SendGrid для того, чтобы SMS-сообщения отправлять. Также можем использовать Twilio. Вот. Вариантов у нас на самом деле много. И вот здесь, кстати, Андрей, смотри, мы готовимся к тому, что у нас могут добавиться какие-то дополнительные требования. Вчера пользователь хотел или заказчик хотел только push-нотификации, завтра он захочет SMS-ки. Соответственно, мы продумываем систему таким образом, что окей, мы можем сделать здесь расширение, extensibility нашей функциональности без большого влияния на уже текущее решение. В общем, готовим немножко с запасом. Да, скажем так, то есть мы продумываем, что если у нас есть payment, интеграция, да, вот это тоже отдельная часть. Есть accounting and billing management. То есть если нам нужно будет менеджить какую-то информацию о том, какие у нас счета были, какую-то информацию о том, то есть какие подписки у нас пользователь покупал, возможно, какие-то расширенные и так далее. Вот. У нас есть определенный сервис, который нам позволяет коннектиться с payment провайдерами. API с точки зрения коммуникации между мобильным приложением и сервисом остается одним и тем же, а внутри под капотом у нас есть Payment Gateway коннекторы. Тоже мы заранее продумываем, что сегодня у нас есть PayPal, послезавтра мы интегрируемся с WebMoney, условно, там, либо с какими-то... Билл-картой. Билл-картой, да, или там будем там через биткоин что-нибудь кому-нибудь перебрасывать. Вот. Это тоже, скажем так, небольшой задел на будущее. Как мы будем расширять нашу систему с точки зрения таких интеграций. Вот. То же самое с map-провайдерами. То же самое у нас идет с точки зрения external identity провайдерами. Вот. Ну, здесь как бы мы берем готовое решение, и мы надеемся на то, что Access Control, который мы предлагаем в качестве готового решения, будет поддерживать то есть как можно больше количество внешних identity провайдеров, и нам не придется ничего дописывать, только переконфигурировать. А следующий кусок решения, который ожидался, это deployment диаграмма. Почему-то именно deployment, а не компонентная, которая описана в методологии C4. Почему именно deployment, и давай посмотрим, как это выглядит. Да, Андрей, это, конечно, я понимаю, что времени у нас во время каты было очень мало, и до деплоймента многие ребята не дошли, и это, в принципе, это полностью понятно. Честно скажу, навряд ли бы я и сам успел бы за 40 минут нарисовать, или сколько там было времени, нарисовать все до деплоймент диаграммы. Но суть в том, что мы должны нашими диаграммами не просто показать, что у нас есть какое-то решение. В первую очередь мы должны доказать, что наше решение фитает и покрывает все функциональные требования. И, как правило, это делается на двух диаграммах. Это System Context и контейнерная диаграмма. То есть мы видели, что вот наше решение, вот интеграция со внешними системами, и по блокам, когда вы будете показывать заказчику ваше решение, есть смысл пройтись по всем функциональным требованиям. Грубо говоря, вы скажете, вот, вы хотели мобильное приложение, вот этот компонент отвечает за него. Вы хотели Geospatial Search. Вот отсюда у нас приходят данные с IoT-бендов, то есть с наших GPS-трекеров попадают сюда. Вот этот компонент отвечает за то, чтобы мы рассчитывали какое-то расстояние. Вот здесь мы будем все реквесты хранить. Это ваша killer-фича, это основное, то, что делает основная функциональность вашего приложения. Потом вы скажете, вот здесь у нас нотификации, то, что вы хотели, и мы можем каким-то условным образом расширяться. Рекламу мы менеджим здесь, видеоконтент мы менеджим здесь. Вот, собственно говоря, все биллинг и payment интеграции у нас покрываются этими компонентами. И, насколько я помню, у нас там было еще требование по maintenance, да, то есть мы должны делать быстрее релизы, мониторинг, логин, трекинги и так далее. Вы скажете, вот у нас есть какие-то Edge-сервисы, cross-boundary сервисы, вот это вот все мы покрываем. То есть все функциональные требования вы сказали, и тут SEO должен успокоиться и начать пить кофе. Вот, но тут просыпается, город засыпает, SEO засыпает, просыпается CTO. И говорит, я, конечно, рад, что у нас все функциональные требования покрыты, но нам нужно
проверить, а как вообще у нас availability? А мы выдержим то количество пользователей, которое у нас было заявлено в требованиях и так далее. И для этого мы делаем как контейнерную диаграмму, то есть мы показываем, что вот с одной стороны, смотрите, вот это условно внешние сервисы, вот это вот внутренние, мы все равно есть переплетение между FR и NFR, но вот наша deployment диаграмма, которая показывает и, скажем так, на основе которой мы можем доказать, что наше решение покрывает все нефункциональные требования. И когда вы рассказываете, почему вы выбрали вот именно такую схему деплоймента, вы можете отталкиваться от нефункциональных требований. Скажем так, вот у нас было availability. Вы говорите, окей, соответственно, согласно нашему RFP, мы должны были выдержать 99,9, там, либо 5 девяток SLA. Отлично. Мы предлагаем deployment в 2 availability зоны, либо в 2 региона, в зависимости от того, то есть какие были требования. Мы предлагаем деплоить на различные, то есть при помощи различных VPC. У нас есть определенные тайры, которые мы оборачиваем в VPC, опять-таки для security. Мы устанавливаем TLS connection между этими, для коммуникации между нашими сервисами. Также у нас есть определенная репликация между 2 availability зонами. С точки зрения видеоконтента, да, то есть скорости работы нашего приложения, то есть performance, мы можем сказать, когда мы работаем с видеоконтентом, да, то есть мы получаем однажды, загрузив видеоконтент, он у нас попадает через Azure CDN, мы его храним в каком-то Azure Blob Storage. Он у нас находится достаточно близко, то есть в зависимости от нашего деплоймента по различным регионам, он у нас находится максимально близко к пользователю. За счет этого мы, скажем, уменьшаем время, которое мы затрачиваем, latency, да, то есть на загрузку и само время загрузки. Потом, с точки зрения DDoS Attack, мы предлагаем решение Azure Front Door, да, то есть Web Application Firewall. Каким образом мы делаем распределение нагрузки? Вот сегодня у нас сейчас у нас 3 пользователя активных, да, послезавтра у нас 1 миллион пользователей. То есть у нас есть автоскейлинг, допустим. Мы предлагаем deployment в несколько availability зон. У нас есть active deployment. Сейчас у нас, допустим, 2 active стека. Будет увеличиваться количество. Вы говорите, что мы можем сделать scalability, и в зависимости от метрик, от загруженности наших систем мы будем автоматически скейлить наш deployment при помощи Kubernetes. Да? Затем, каким образом мы указываем на security, да? То есть каким образом мы подсвечиваем security. У нас опять-таки есть какой-то VPC, в котором у нас отдельно настраивается database tier, то есть они у нас в отдельном VPC по отношению к сервисам, которые находятся в application tier. Вот, за счет этого мы достигаем тоже security, у нас есть data encryption и так далее. То есть все нефункциональные требования, которые у нас были указаны в RFP, вы стараетесь подсветить на deployment диаграмме. И подсветить то, что если вы предлагаете какие-то software as a service решения, они у вас могут быть, могут уже изначально поддерживать определенные SLA. Да? Вы можете указать, что вот смотрите, согласно такому-то сервису, условно, мы берем там Azure Access Control, у него есть какой-то SLA, если мы берем его as a сервис, он у нас может быть там задеплоен как сервис, и мы его используем, то есть он у нас сразу даст этот SLA. Наши кастомные сервисы, которые мы сами деплоим, они у нас будут давать определенный availability за счет того, что мы их дистрибьютаем и скелим в нескольких зонах и так далее. Вот, собственно, все. То есть вы должны будете эту диаграмму описать с точки зрения нефункциональных требований. А как происходит выбор конкретной технологии? Ведь там в том же Azure технологий прям очень много, и SaaS-платформ тоже очень много. Какую нам выбрать? Да, это, конечно, вопрос, который требует детальной проработки, Андрей. На самом деле это делается вне каты, как правило, да, то есть, если мы берем саму Discovery сессию, то нам нужно будет для этого завести какой-то Decision Log Item, Decision Registry. И мы создаем какую-то страницу с несколькими опциями для выбора
нашего решения. Сначала, к примеру, можем разобрать на примере, давай контент-менеджмент системы. Да, то есть нам нужно какое-то решение для того, чтобы менеджить рекламу, и нужно менеджить видео, видосы, какой-то статический контент. Сначала мы начинаем думать, какие варианты у нас есть. В первую очередь у нас есть Custom Build Solution. Да? Долго и, как правило, дорого. Потому что стоимость разработчиков и поддержки дальнейшей поддержки этого решения, как правило, станет намного дороже, чем купить уже готовое решение и заплатить за лицензию. Потом у нас есть open source. В принципе, средняя интеграция, но мы должны, возможно, будем что-то там подаджастать, подконфигурировать, что-то, может быть, дописать, допилить. И, основные минусы — это то, что, как правило, open source решения не всегда супер секьюрные, да, не всегда супер хорошо с поддержкой. Это нужно смотреть на отдельные решения. Вот, и enterprise, да, то есть третий вариант. Заплатили денежку, получили боксовое решение. Как правило, SaaS. Да. Как правило, SaaS, и важно понимать, что у нас было ограничение, у нас был constraint 3 месяца. За это время написать свою CMS-ку, это практически нереально. Нам нужно сотни человек нагонять, чтобы мы это все быстро и качественно сделали, и то не факт, что получится. Скажем так, факт, что не получится. Вот, соответственно, мы понимаем, что окей, нам есть смысл взять enterprise решения. Они вроде и поддержку предоставят, и если что, как SaaS будет работать, либо как контейнер предоставят, мы сами будем деплоить, может быть, нам по каким-то причинам, скажем, в некоторых случаях нам нужно именно взять не SaaS, а наше контейнерное решение, условно. Может быть, это у нас будет on-premise, а может быть, нам нужно будет как-то загрузить все-таки команду заказчика, потому что они есть, и нам нужно, скажем, чтобы мы же не будем увольнять этот департамент, да, они должны будут как-то поддерживать. Это, скажем так, это тоже реалии, и нам нужно будет предлагать решение, которое наиболее оптимально для заказчика. Вот, собственно говоря, мы определились. Окей, мы хорошо берем Enterprise. Потом мы идем, условно, на следующий, какую-нибудь табличку создаем, где здесь, вот, к примеру, 4, на самом деле, варианта, 4 системы различных мы выбирали, там какой-то сервис поддержки, Customer Relationship сервис. Вот, но мы говорим, что сейчас мы говорим про CMS. Мы смотрим, нам нужна Enterprise, и у нас есть Adobe Experience Manager, IAM, я думаю, многие слышали про него. Есть Magento, есть Kentica. Можем выбрать еще несколько вариантов. Мы это все как Solution Option описываем нашим Decision Locate и описываем определенные основные критерии. Да? То есть, в первую очередь, они все Enterprise. В вторую очередь, есть такой важный фактор, на который многие обращают внимание при принятии решения, это price. Это, наверное, самый важный критерий. Да, то есть по факту, в принципе, все таким либо иным образом мы можем свести именно к прайсу. Но важный момент, что мы должны понимать, что эта стоимость, она не настолько тривиальная. То есть это не просто заплатил за лицензию и все. Есть хостинг-кост, то есть стоимость самого хостинга приложения. Если мы там покупаем SaaS, в принципе, там проще. То есть мы купили приложение, и мы пользуемся. Вот. Есть, возможно, какой-то license cost, если мы покупаем enterprise решение, но там как контейнер, да, но сами деплоим. Тут мы начинаем смотреть уже license cost и hosting cost, плюс еще какое-то количество времени, которое будет тратить разработчик, DevOps, SysOps, который будет поддерживать это приложение. Это уже такое, скажем, комплексная стоимость. Вот. Есть, допустим, стоимость, когда мы берем open source решение, вот в этом случае это не подходит, как бы там у нас нету license cost, но у нас есть development cost, hosting cost и стоимость поддержки. Вот. Соответственно, это все нужно детально считать, потому что, с одной стороны, как правило, есть такие случаи, вот как, Андрей, помнишь, ты рассказывал, заказчик может сказать, я не хочу платить за лицензию. Помнишь, какой-то был случай? $500? Да, $500 за лицензию, и в итоге там 5 наделали руками. То есть 4500 мы переплатили, потому что банально там, условно, там разработчики работали там сколько-то там месяцев. При этом у нас есть какое-то решение, не факт, что оно лучше, чем то, за что мы могли заплатить, но при этом нам еще его нужно будет поддерживать, фиксать баги. Да. И время, time to market. То есть там было всего лишь $500 и все, пользуйтесь на здоровье, а тут там месяц писали
и получилось, ну, не так, чтобы лучше. То есть в этом плане нужно очень детально просчитывать и понимать, что зачастую, если кто-то что-то уже написал и можно переиспользовать, лучше это переиспользовать, чем писать самописное решение. Вот. Ну и, собственно говоря, мы смотрим еще такие параметры, как deployment, да, то есть куда мы можем на on-premise, в cloud задеплоить сами, либо как software as a service использовать. Ну и, конечно же, мы начинаем выбор системы изначально с функциональных требований. То есть, ну, мы понимаем, что условно IAM, Magento и Kentika полностью нам подойдут с точки зрения системы, которая позволит нам менеджить этот контент и как-то позволять это показывать пользователю. Вот. В принципе, у нас это все, скажем, определяем, какую систему мы будем использовать, мы всегда из нескольких вариантов. У меня был такой случай, мы разговаривали с enterprise-архитектором на одном из проектов, и он говорит, решение, solution design — это всегда, когда у нас есть несколько опций. То есть мы не можем прийти и сказать, вот только это решение. Мы должны показать, что есть несколько вариантов, и мы предлагаем вам какой-то только на основе того, что мы сравнили это по каким-то характеристикам. Вот. Собственно говоря... То, что вам лучше подходит Да. в данном случае. Так, у меня заблокировался экран. А. Наверное, Кирилл подойдет. Окей, дорогие зрители, мы наконец-то разобрали, что же нам в итоге нужно сделать для того, чтобы разобрать систему, сделать какой-то discovery. Давай мы все это немножко сгруппируем и вот конкретные шаги. Пришел к нам заказчик, что надо сделать? Ну, в первую очередь, мы получаем RFP. Первым делом, что делает архитектор, начинает изучать домен. Во время ката, понятно, это практически нереально, то есть мы уже полагаемся на свой опыт. Если у вас реальная discovery фаза, смотрите, ищите референс архитектуры, смотрите похожие решения, обращайтесь в экспертные центры, если вот у нас в ИПАМе есть, да, экспертайз-центр, есть какие-то практики, получайте похожие решения. Затем мы составляем список функциональных требований, что хочет заказчик. Из них вытекает набор нефункциональных тоже. Записываем то, что у нас есть в RFP. Если есть какие-то вопросы по каждому из требований, не стесняемся, всегда лучше больше задать заказчику вопросов. Не бывает глупых вопросов вообще. То есть многие люди бывают такие моменты. Если я это спрошу, возможно, это очевидный вопрос. Спрашивайте. Лучше вы спросите какой-то глупый вопрос, и заказчик вам на него еще раз ответит, нежели вы его не спросите, и потом во время вашего решения скажет, а где мой квадрат, который решает мою главную вообще проблему. Вот, поэтому никогда не стесняемся, то есть это в имейле, либо в каких-то офлайн разговорах. Спрашиваем, получаем информацию. Как мы собираем функциональные требования, мы понимаем. То есть какие-то вопросы на основе знания домена, задаем заказчику. По внефункциональным делаем лист quality атрибутов. По каждому из них, согласно тому, что мы будем делать, с точки зрения функциональности, мы тоже задаем вопросы уточняющие, чтобы получить какие-то метрики. Нельзя сказать, как долго должна доступна быть ваша система. Заказчик обычно говорит 24/7, хочу, чтобы работала всегда. Вы должны понять, что, объяснить заказчику, что система, если будет там 5 девяток, там, 9 девяток, это будет очень дорого. Вы должны попытаться сказать, что если вашей системой будет пользоваться в основном днем, 5 дней в неделю по 8 часов, да, то вам, то есть 5 девяток не нужно определенно. То там 5 пятерок получается где-то. Ну да, то есть там, скорее всего, там 99,5, но тем не менее. Вот, соответственно, вы предлагаете во время NFR, когда нам заказчик говорит какие-то не технические, говорит, что это супер технический вопрос, и заказчик не технический, предлагаете ему варианты развития событий, попытаетесь его убедить в чем-то и так далее. Вот, конечно, если это адекватное убеждение в чем-то адекватном, да? Мы тут очень много шагов обсуждали, а как в итоге понять, заработает ли наше решение или нет? Да, Андрей, на самом деле вот крутой вопрос, и перед тем, как идти и показывать это решение кому-то, в первую очередь мы должны по каждому требованию пройтись по нашему решению и понять, насколько оно подходит, насколько оно покрывает. С точки зрения функциональности мы смотрим на контейнерную диаграмму.
Да. С точки зрения нефункциональных требований смотрим контейнерную деплоймент. Проходим абсолютно по каждому и задаем сами себе вопрос. Если у нас условно отваливается какой-то регион, либо падает какой-то сервис, как мы будем действовать в этом случае? Если у нас миллион пользователей, как мы будем распределять нагрузку? Если у нас легла одна availability зона, у нас данные реплицируются, либо нет? Если у нас, скажем так, DDoS-атака, если у нас какой-то сервис, который у нас позволяет... Какие-то негативные ревэмпнуть. сценарии просматриваем. Да, то есть мы смотрим по всем требованиям, то есть с точки зрения security, да, с точки зрения scalability, с точки зрения availability, всего, перформанса. То есть если у нас будет там 100 тысяч concurrent реквестов, как у нас система среагирует? У нас деплоймент наших сервисов позволит заскейлить горизонтальную систему. Окей, если сервисы, которые stateless, они заскейлятся, что у нас с сториджами будет? Как у нас будет проходить вот это вот все? Соответственно, мы пытаемся проиграть все сценарии, как, ну, либо покрыть, на самом деле все-таки проиграть вот все эти сценарии на основе вашего решения. И если что-то у вас не проходит, вы начинаете садиться и надумывать, еще думать, как это все сделать. Часто еще приходит такой момент, когда вы начинаете проигрывать вот эти вот сценарии. Вот у нас приходят данные, они у нас условно там миллион трекеров одновременно шлют данные в нашу систему. Как мы будем это хендлить? Мы понимаем, что у нас должен быть какой-то буфер, то есть, возможно, должно быть какой-то queue, посредством которого мы как бы агрегируем, то есть мы на приемку сразу это быстро получаем, но при этом после этого, после того, как мы получили данные, мы их там сторим в какой-то intermediate storage, либо из этого queue мы получаем, трансформим, кладем в search сервис, то есть нужно пытаться действительно проиграть негативные сценарии и плюс, скажем так, вот, ну, я по опыту могу сказать, что от discovery, от проекта к проекту вы будете накапливать вот эти вот знания по негативным кейсам. И потом эти негативные сценарии пытаться проиграть абсолютно на каждом решении. А что у нас с аутентификацией, что с авторизацией, как мы это будем делать и так далее. По-моему, это называется attribute-driven design штука, когда мы quality атрибуты пытаемся смапить на наше техническое решение и посмотреть, выполнили мы это или нет. Ну, в принципе, да. То есть мы делаем и маппинг quality атрибутов, но до этого и функциональные требования мы тоже просматриваем, собственно говоря. Таким образом и пытаемся получить сигнал о том, работает ли наше решение, будет ли оно работать, либо нет. Окей, ну как-то так нужно было сделать все на архитектурной кате. Вот. Это был разбор архитектурной каты. С нами был судья-архитектор Сергей. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. И до новых встреч. Пока. Пока. Мне кажется, нужно сказать, что это, ну, то есть они бы не смогли этого сделать, ну, то есть на архитектурной кате. Как бы мы можем сказать, что вот... Да, давай тогда скажем, тут что... нужно сказать, что, смотрите, как бы важный момент, чтобы вы понимали, что, ну, и там типа, данное видео мы сделали для того, чтобы у ребят было понимание, как был вот этот вот набор степов, по которым нужно пройтись, как во время каты, так и во время discovery. Мы понимаем, что как бы сделать полный вот такой же набор, ну, типа артефактов, да, там, диаграмм и таблиц во время каты. Давай это только это как-то более кратко скажем, да, что... Важный момент, что в этом видео мы хотели показать именно пошаговую инструкцию для того, как делать архитектурную кату, да, либо приходить на Discovery сессию. И, скажем, чтобы у ребят было понимание, что зачем идет и какая диаграмма, условно, какой следующий шаг, что из чего вытекает. Мы понимаем, что деплоймент диаграмму во время каты нарисовать это нереально. Да. Сделать такие таблицы сравнения с просчетом костов это тоже нереально. Но основной месседж это то, что с чего мы начинаем. У вас есть структура знаний, то есть структурные знания. Собрали функциональные требования, собрали NFR, сделали utility tree, сделали system context, ну и потом как-то делаем контейнер. Это максимум все, что можно было сделать во время каты. Вот, соответственно, сейчас, в принципе, с экспириенсом, я думаю, что у нас будет еще какой-то ивент,
правильно? Да. С архитектурной картой. И будет намного проще, понимая, каким образом это кэпчерить, записывать, и каким образом мы можем показывать наше решение, и каким образом мы его можем защищать. В принципе, все. Да, это все писалось. Отлично. Ну, собственно Так что говоря, пересказывать с добрым утром. ништяк.